предыдущем видеоролике мы рассказали вам о том, как Масата завоевал пояс чемпиона K1 World Max и отомстил Краусу за досадное поражение. После столь яркой победы на турнире, Масата реабилитировался в глазах японских болельщиков и получил еще большую популярность у себя на родине. Спустя год владельцы K1 проводят третий турнир K1 World Max, надеясь на то, что Масата вновь завоюет пояс. Уверовав в Серебряного Волка, организаторы пригласили на турнир бойцов со всего света. В их числе оказался выходец из Таиланда, победившего на турнире Toyota Muay Thai и проигравшего в бою за пояс чемпиона Люмпини. Речь идет об Буакаве Банчимеке, который, по мнению матчмейкеров K1, не представлял большой опасности для Масата. Но после того, как таец добрался до финала турнира, организаторы поняли, что Буакав не так прост, как кажется. И если вы хотите узнать, чем закончилась встреча Масата с Буакавом Банчимеком, то заваривайте чай, присаживайтесь поудобнее и готовьтесь к обзору этого турнира. Итак, поехали. 7 июля 2004 года 8 лучших бойцов со всего света вновь творили историю. Буакав, победивший ученика Рэя Сефа на отборочном турнире, также оказался в финальной восьмерке, намереваясь продемонстрировать всему миру истинную мощь тайского бокса. В четвертьфинальном поединке турнира Буакаву предстояло сразиться с Джоном Уэйном Паром. Джон, представлявший Австралию на мировой арене тайского бокса, не раз побеждал бойцов из Таиланда и не собирался пасовать перед Белым Лотосом. Также у Джона росла годовалая дочка, ради благополучия которой он был готов стереть в порошок всех бойцов турнира. Бой между легендами тайского бокса начался с неспешной разведки фронт-киками и хай-киками. На 47-й секунде первого раунда Джон получил смачный удар под зад, после чего с улыбкой продолжил бой. В середине раунда Буакав наносит правый лоу-кик и левый мидл-кик, в ответ на что Пар тут же перехватил ногу и нанес лоу-кик с ударом коленом. Бойцы поочередно лупили друг друга мидл-киками, зрелищно перехватывая друг другу ноги. К концу первого раунда Банчимек опять дал под зад Джону, в ответ на что тот нанес Буакаву 3 точных удара в голову. Джон понял, что имеет преимущество на ближней дистанции, и потому пер вперед, как австралийский танк Сентинел. В ответ на попытки Джона войти в ближний бой, Буакав наносил жесткие мидл-кики и в случае необходимости вязал Пара в клинч. В этом ключе прошел весь поединок, и потому судьи присудили ничью. После начала экстра-раунда австралиец сразу же бросился в бой, вновь оказавшись в клинче. В конце первой минуты Джон потряс тайца хуками и джебом, в ответ на что Буакав сразу перешел в режим зверя. Джон, защищаясь от многочисленных мидл-киков, стал проседать в выносливости и пропустил левый хук в голову. После завершения экстра-раунда один судья присудил победу австралийскому бойцу, а двое других присудили победу Буакаву, уверенно забравшего вторую половину раунда. Впереди тайца ждал поединок с Такаюки Кахирумаки, победившего в четвертьфинале турнира Майка Замбидиса. Оказавшись в полуфинале турнира, Кахирумаки наблюдал за боем Буакава Банчимека и разбирал технику бьющихся бойцов. Буакав, настраивавшийся на выход к рингу, не планировал тянуть второй бой до решения судейства. После прозвеневшего гонга Буакав занял центр ринга и вытеснял Кахирумаки в угол. Провоцируя его на атаки и не дождавшись ответных действий, Буакав сам начал работать первым номером. На 40-й секунде боя Кахирумаки взял в захват ногу тайца и от всей души отбил ему опорную ногу. Буакав, вставший после падения на настил ринга, посмотрел на Такаюки презренным взглядом и устроил ему худший день в его жизни. На протяжении всего раунда Такаюки был брошен на настил ринга 6 раз подряд. На 6-й раз Такаюки пропускает колено в голову, после чего тут же услышал отсчет от рефери. Встав на ноги, Такаюки вновь продолжил ощущать на себе ярость Белого Лотоса и упал на настил ринга в 7-й раз подряд. Во втором раунде японец сразу же влез в рубку с Буакавом, пытаясь перерубить его лоу-киками. В ответ на что тут же пропустил 5 ударов коленом и вновь оказался в нокдауне. Встав на глазах у расстроенной матери, Такаюки опять оказался в клинче и потерпел поражение нокаутом, пропустив колено в голову.
Впереди Буакава ждал поединок с Масато Кобаяши, прошедшего на пути к финалу 7 кругов ада. После чертовски тяжелых поединков с Джадамбой и Альбертом Краусом, Масато стал походить на терминатора, попавшего под огромный грузовик. Вышедший на ринг под оглушительные фейерверки, Масато предстояло провести финальный поединок с Буакавом, с улыбкой наблюдавшего за его выходом. Услышав необходимые инструкции на бой от своего тренера, Буакав также вышел на ринг и поприветствовал стоящего напротив соперника. После прозвеневшего гонга, бойцы сразу же закружили на ринге и задали чертовски высокий темп боя. Масато, попытавшийся нанести серию джеб и кросс, тут же нарвался на левый мидл-кик в корпус. На протяжении всего раунда Буакав пинал Масато фронт-киками и мидл-киками, не давая тому подобраться на ближнюю дистанцию. Если же Масато удавалось войти в ближний бой, то Буакав тут же вязал его в клинче, нейтрализуя большинство попыток Серебряного Волка нанести ему какой-либо ущерб. На 45-й секунде второго раунда Буакав снес Масато мощным лоу-киком, который до сих пор не понимал, что ему делать на ринге. Уставший и побитый в двух последних поединках, Масато осознал, что встретился с самым тяжелым соперником в своей жизни. Но Серебряный Волк и не думал сдаваться и вопреки всему продолжал подбираться к Буакаву, чтобы снести ему голову. На третьей минуте второго раунда Масато, прорывавшийся в ближний бой сквозь фронт-кики Буакава, нанес серию левый хук и правый кросс. Буакав, сумевший защититься от левого хука, тут же пропустил правый кросс в челюсть, в который Масато вложил всю свою душу. Удар был настолько сильным, что был слышен на последних рядах зрителей, пришедших в полный восторг от увиденного. Буакав сразу повязал Масато в клинче и наказал за удар, жестко отбив ему коленями ребра. В третьем раунде Буакав продолжил гонять по всему рингу Масато, выбрасывая бесчисленное количество ударов ногами. В одном из разменов Буакав вновь нашпиговал Масато коленями, сломав японцу правое ребро. Несмотря на травму, Масато продолжил безуспешно идти вперед, пытаясь найти свой ключ к победе. После прозвеневшего гонга Буакав бросился праздновать свою победу, но был тут же остановлен своим тренером, ожидавшего худший поворот событий. Вопреки одностороннему избиению выходца из Японии, судьи единогласно назначили дополнительный раунд. Буакав, чье лицо перекосило от подобного решения судейства, вновь открыл охоту на Серебряного Волка. Масато уже не мог оказывать серьезного сопротивления и с трудом отбивался от града ударов своего соперника. Буакав видел начало всех атак Масато, которого он сразу останавливал мидл-киком и коленями в клинче. На второй минуте боя по глазам Буакава было видно, что он посочувствовал Масато, дравшегося до последнего вдоха. Но бой есть бой, и Буакав продолжал разбивать своего оппонента, отправив Масато в конец ринга ударом под зад. После дополнительного раунда, который стал адом для Масато Кобаяши, судьи единогласно присудили победу Буакаву. Буакав стал первым тайцем, который, в отличие от своих предшественников из Таиланда, смог завоевать пояс чемпиона. Масато любезно поздравил Буакава с победой и, держась за поломанные ребра, молча покинул стадион. Вопреки ожиданиям организаторов турнира, Серебряный Волк не смог выиграть второй пояс чемпиона K1. Но то, как Масато до последнего бился со столь опасным соперником, не вызывает ничего, кроме уважения. Спустя год Буакав и Масато вновь приняли участие на K1 World Max, проведя колоссальнейшую работу над техникой боя. И если вы хотите узнать, чем закончилось их участие на этом турнире, то ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Ваши лайки – лучшая благодарность за проделанный для вас труд. Всего хорошего!